Приветствую вас, дорогие друзья, в пространстве света, гармонии и интуиции. С вами Ева. И сегодня будет невероятная тема свадьба ваша в этом году. Будет ли свадьба у вас в этом году? И как-то так получилось, что я сегодня в белом, дважды белом, резко похолодало, что у меня дважды белое. То есть как-то так, понимаете, то есть ну вот без вариантов. И знаете, еще интересный момент, как только я поставила камеру, пока я настраиваюсь на вас, вступление, как обычно, решила, вот колода вот тоже почему-то пришла сегодня именно вот таро мистических моментов, не оракула, а именно вот таро пришло. Видите, какая вот даже обложка у этой колоды, такой вот, знаете, как близнецовое пламя, такие родственные души, половинки. То есть этот брак, этот союз, это не просто. Это, понимаете, это очень, скажем так, Богом посланное счастье, однозначно. И пока я выставляла камеру, одевала микрофон, начался дождь, пришлось закрыть окно, совершить кучу действий. Все это быстро, молниеносно, понимаете? Все быстро произошло. И пока я включила за эти 2 минуты камеру, тут же дождь и закончился. Вы представляете? Дождь за 2 минуты начался, за 2 минуты закончился. Поэтому вот тут, понимаете, сразу почему-то мне сегодня бросилась эта, видите, вот книжечка, да, ну, чудеса. Это будет действительно, вот маг, это карта маг. Будут чудеса происходить, поэтому загадывайте вариант. Давайте посмотрим, будет ли у вас в этом году свадьба. В календарном году, то есть загадывайте 12 месяцев. Хотите, можете загадать до конца, допустим, этого текущего года. Независимо, когда вы будете смотреть, сколько осталось времени до конца года, неважно. В общем, как обычно, 1-2 варианта. Можете смотреть 2, потому что я вот думаю, что, скажем так, сегодня такой будет поток единый. Я даже думала сделать 1 вариант. Ну, посмотрим, не знаю, давайте, как поток приведет. Никогда не знаем, что тут за карта такая мелькает. Ну, да, в общем-то, я думаю, что свадьба будет у 1 и 2 варианта однозначно. Ну, давайте посмотрим, что нам скажут. События будут как-то разворачиваться быстро. Вот, это очень интересно. Ну что, единички, начинаем с вас. Погнали. Погнали, погнали. Так. Не могу настроиться, знаете почему? Как будто бы вот у единичек как будто бы распирает вас счастье. Как будто бы оно переполняет вас, вы не можете сосредоточиться. То есть вы в таком предвкушении. То есть мне кажется, здесь на раскладе будут те, кто уже в отношениях, и вы ждете предложения, и оно будет к вам достаточно таким быстрым. Вы чувствуете, что вам скоро должны сделать предложение, вы в предвкушении. Но есть, я смотрю, часть смотрит этого расклада женщин, девушек, которые очень хотят в этом году даже, понимаете, не только просто выйти замуж, положить предложение сердца, они еще даже никого не встретили. То есть они понимают, что вот у них, они предчувствуют, что у них ждет какая-то встреча впереди, и будет очень быстрое слияние, союз. И это не просто, знаете, мы там жили, повстречались, то есть очень быстро вы поймете, потому что, видите, мне вот шло как близнецовое пламя, понимаете, как родственные души. То есть это будет настолько быстрое слияние, что вопрос там брака, он, понимаете, он даже как-то будет как бы само собой разумеющимся. То есть не нужно будет об этом сильно много думать, потому что все будет понятно. Поэтому, единички, давайте смотреть. Вот я не могу, вас распирают эмоции. Вот видите, что у нас там королева чаш. Я же говорю, что вы полна любви. Если вы еще не встретили этого человека, что вы вот вы в пороге, в минуте от этой встречи. То есть вас распирает любовь, у вас в хорошем смысле, да, я имею в виду, что вы наполнены настолько любовью. Видите, я даже слова не успеваю подобрать, я говорю вам, распирает. Вот как оно идет, так и идет. Может быть, вы сами используете это слово, я не знаю. Но, в общем, вас просто, вы наполнены любовью, понимаете? Вы звездочка, вы знаете, что вы как бы высокого о себе мнения, вы знаете, чего вы стоите. И вы вот предчувствуете, вы как будто бы знаете, что у вас будет свадьба в этом году. То есть или мужчина сделает вам предложение, и у вас будет свадьба, причем это скоро. Или вы вот встретитесь, там 2-3-4 месяца повстречаетесь, там от силы полгода, и как бы вдруг вы уже, как бы никто еще даже не знал, что вы познакомились, а то вдруг все узнают, что вы уже замужем. Представляете? Вот такой вот будет у единичек сценарий. Давайте посмотрим, права я или нет. Мне идет это из потока, что нам скажут карты Таро. Ну, а карты Таро, видите, что говорят? Паш кубков, да? Ну, вот так и есть, потому что, на самом деле, это счастье к вам спешит. И вы очень чувственная, к вам это счастье идет, вы готовы, вы настолько зрелы, вы прошли столько всего, у вас, знаете, было столько и ран, и бед, и поражений. То есть
Вы это, знаете, заслуженное счастье. Это не случайное счастье, это не то, что упало вам с небес. Это то, что вы очень долгим трудом, долгой настройкой своей души как инструмента шли к этому. Поэтому, ой, единички, я не могу. У меня прям внутри, я не могу сказать, вы знаете, говорят бабочки в животе, а у меня бабочки здесь. А у меня бабочки здесь. Вот, смотрите, 7 кубов. Я вам же говорю, что вот у вас трепетное такое состояние в душе, такой трепет. То есть, если у вас эта встреча не произошла, то вы ее однозначно предчувствуете. Те, кто встречается, только началось знакомство, неважно, на какой стадии отношения, однозначно будет свадьба. Давайте посмотрим именно про саму свадьбу. Паш, все время забываю, не могу на русский перевести. Ace of Swords. Вы представляете, вот это целый день я на английском, то на турецком, и я не могу переключиться. В общем, вы поняли, вы поняли. Самая первая карта, понимаете, вот это вот у вас уже настолько эта идея о том, что брак будет, о том, что свадьба будет, она настолько крепко уже, как бы, понимаете, у вас в голове, то есть это, как бы, знаете, вы точно это знаете, вы нашли ключик к этому, вы знаете точно, какой человек, вы знаете, когда, вы знаете, как, то есть это, понимаете, это вот уже именно своей мыслью, именно своим желанием вы это в свою жизнь перетянули, и там как бы без вариантов, понимаете, то есть это не то, что, может быть, я хочу, может быть, не хочу, вы точно знаете, что я этого хочу. Я хочу такую-то свадьбу, я хочу с таким-то конкретно человеком, вот вы его себе представляете, или он у вас уже в жизни есть. Тройка мечей. Интересно, почему сейчас это вышло? Потому что, вы знаете, вот я смотрю, кто еще не встретил мужчину, но мужчина сейчас, понимаете, вот он хотел бы к вам прийти, уже как бы быть в вашей жизни, но он доисцеляет какие-то свои травмы однозначно. То есть он сейчас в состоянии немножко нестояния, поэтому ваша встреча еще не произошла, но она будет достаточно скорой. Да, видите, у него там сейчас происходят такие, знаете, последние чистки, потому что когда у человека большой скачок в жизни, у него обычно перед этим скачком происходят такие вещи в жизни, какие-то, знаете, каждое слово трагедия пришли, какие-то, бывает, кто-то уходит из близких жизней, это толкает к каким-то новым шагам, тебе такая страсть к жизни появляется, может быть, ты как-то заболел, у тебя случились какие-то неудачи, и ты просто понимаешь, что я не хочу терять ни секунды, я хочу жить сейчас, любить сейчас, там, не знаю, жениться сейчас, и я больше не хочу ни ждать ни минуты. То есть вот такие вот энергии подтверждают. Видите, король мечей. Я так вот вам говорю, что это у человека, у него настолько идет внутренняя Интересно, как колода здесь поменялась. Смотрите, вот видите, 7 там мечей была и 9 мечей. У человека идет огромная трансформация. Ой, все падает, видите, вот сейчас, видимо, эти 2 карты нужно показать. Видите, ваш мужчина, он к вам спешит. То есть он сейчас проходит, знаете, такое огненное кольцо трансформации. Он, скажем так, доделывает все свои ошибки, как бы дорабатывает какие-то, знаете, свои моменты для того, чтобы просто появиться в вашей жизни. Потому что он уже мчится. Давайте. Ну да, видите, чтобы все разрешилось как бы в его жизни, в вашей жизни по справедливости. Все будет, как оно должно быть. Просто вы уже готовы, понимаете? Вот я смотрю, вы уже 10 пентаклей, вы абсолютно готовы. Вот мужчина доходит до трансформации. Вот этот вот мужчина, понимаете, это вы. Я вот смотрю, мне идет из потока, это вы. Вы в ожидании. Вы, причем в ожидании, вы в король положения. Вы точно знаете, что это будет. Ну, давайте еще посмотрим про вашу свадьбу. Что еще нам скажут? Будет ли свадьба в этом году? Ну, солнце будет, понимаете, она будет. Это будет свадьба, и вы знаете, вот мне почему-то пришло, что, возможно, это будет солнечный день, вы будете рассчитывать на солнечную погоду, а потом раз, знаете, вот как у меня, видите, ни капельки. На 2 минуты пойдет дождь. Вот одна капля, вот сейчас я сказала, одна капля упала. Одна капля упадет, понимаете? То есть это будет ваш брак, ваш союз, это будет настолько чистый, светлый союз, но нужно понять, что мы живем в дуальном мире. И бывают какие-то моменты, да, когда, вот, видите, это будет очень светлый брак, понимаете? Вы оба очень светлые человека, понимаете? И ваш мужчина будет готов вообще ради вас на все. Поэтому, возможно, в день свадьбы у вас будет там пару капелек дождя. Вот я только сказала, начала опять капать, понимаете? Вот. Давайте посмотрим еще вам совет от карт напоследок. Так, что нам скажут карты Таро? Сила. Ну, вы, понимаете, как я сказала, вы на сильной стороне. То есть это все будет происходить очень, скажем так, достаточно быстро, но в вашем темпе, я бы так сказала, потому что вы в позиции силы.
В вашей жизни в любом случае это произойдет в этом году. Все уже в пути, все уже в дороге. Вам говорят, что не теряйте веру, не теряйте свою внутреннюю силу женскую. Поймите, запомните и еще раз себе миллион раз повторите, что я сама творю свою судьбу. Да? Я этого хочу, и это будет. Вот представляйте себе, визуализируйте себя с мужчиной, прям прочувствуйте вот то тепло, как вы стоите, может быть, уже на кухне, или вы под венцом, что вы чувствуете. Не просто себе это представьте, а прям почувствуйте. Возможно, у кого-то кто-то словит какие-то блоки на эту тему. Вот, видите, пошел дождь. Возможно, кто-то словит какие-то блоки на эту тему, понимаете? Вот. И вам захочется, понимаете, что-то осознать на эту тему, проработать. Вот. Поэтому, видите, какой дождь пошел? Только я сказала, что на свадьбе будет какой-то, может быть, дождик. Слышите? Закапал. Так, ну что, дорогие мои, давайте, наверное, заканчивать с единичками. Да, видите? Двоечки рвутся, двоечки. Вот у двоечек. Будет ли у вас свадьба в этом году? Давайте посмотрим. Но у вас вообще, я думаю, что у вас, понимаете, вот и дождь пошел, у вас не сколько свадьба будет в этом году, у вас в ближайший год будет новая жизнь. Понимаете, у вас будет новое начало. То есть у вас будет свадьба самой собой, я бы так сказала. И вот дождь пошел просто. Представляете, первый вариант было затишье, второй вариант просто ливануло. Посмотрите, я даже не могу открыть окно. То есть у двоечек, может быть, будет брак в следующем году или через год, мне почему-то идет. Да, видите? Я думаю, что через год, наверное. То есть этот еще год вы будете в ожидании ждать, и, может быть, через год уже произойдет. По умеренности еще какой-то момент нужно выждать, потому что у вас сейчас момент, интересно, я еще никогда не записывала под дождем для вас видео. Девочки, ну это какой-то знак. Оставьте, может быть, у вас что-то срезонировало, знаете, этот дождь, вообще вся эта ситуация, потому что я вот смотрю, двоечки, вы сейчас даже немножечко, мне кажется, печалитесь, да, у вас сейчас сложный период, и вы даже сейчас смотрите меня и думаете, хихоньки да хахоньки тебе, Ева, смешно тебе, да, весело, а я тут страдаю, какой там брак, какая там свадьба, до этого вообще, когда этого, понимаешь, когда Киева рачки, как говорится, поэтому это так, но это не так. Вам показывают, что совсем скоро, то есть у вас уже крылья выросли, клетка уже открыта, еще чуть-чуть, понимаете? Да, восьмерка мечей. Тяжелый был период. Вы, конечно, израненная душа. Очень тяжело вам далось все то, что вы сейчас имеете. И даже те мечты, те желания о той свадьбе, о которой вы хотите, тоже вам далось нелегко. Поэтому, двоечки, давайте еще посмотрим по поводу вашей свадьбы, что нам скажут. Но, когда вы посмотрите, какая карта. Вот сейчас я вытащу вам вторую, понимаете? Вот. Сейчас вы в таком положении, понимаете? Вы убитая, уставшая, разочарованная. Но вы понимаете, что вас ждет ваша родственная душа. Представляете, вот с этого начинался расклад. Это такая удача. Она даже пришла не на первом, понимаете, двойка. Это двойка кубков, да, у нас? Да, двойка кубков. Я просто знаю эту карту очень хорошо, люблю эту колоду, обожаю. Понимаете, вы сейчас в таком состоянии, но именно в этой колоде четверка мечей, понимаете, в других колодах там человек лежит просто убитый насмерть, но здесь эти мечи, понимаете, они как пушинки, эти стрелы, эти ножи, все, что тяжелое было в вашей жизни, это, понимаете, для вас уже это все-таки остаточные явления, и все это для вас уже, знаете, такие вот последние перышки падают, понимаете, вот после этой драки. Условно, да, ментальной, которая была в вашем поле, все, что вы пережили. Но в вашу жизнь на самом деле идет, смотрите, какая красота. То есть человек абсолютно такой же, как вы, понимаете? Человек, который хочет того же, что хотите вы. Человек, который мечтает о том, о чем мечтаете вы. Человек, который мыслит, подходит, у него одинаковые идеи. То есть это, понимаете, вот действительно вот ваша половинка. Просто, понимаете, у вас такой высокий запрос у двоечек, у вас очень высокий запрос, понимаете, вот как вам чисто показать? У вас очень высокий запрос. И вот, понимаете, вот сердечко, вот, двоечки, вот, раз, два, две половинки, понимаете, вот у вас будут абсолютно две половинки. Вы обретете свое счастье, просто нужно немножечко еще подождать, нам показывают. Этот год у вас ближайший, там, 12 месяцев, или сколько вы загадали до конца календарного года, это год трансформации себя, то есть до проживания этих ран, до закрытия этих ран, понимаете, вы немножечко спешите. Да, ну у вас тоже, видите, выходит дьявол. То есть у вас еще есть внутри какие-то боли, травмы, может быть, прошлые отношения, сомнения, страхи. Все это нужно как бы разобраться, проработать, дочистить, чтобы вы смогли принять в свою жизнь те светлые чувства, о которых мечтаете.
Льет и льет, представляете, вот льет и льет, затянуло. Не могу открыть окно. Если у единичек, понимаете, все уже пространство открыто, и они могут, понимаете, уже идти вперед, их там ждет просто, понимаете, то у двоечек немножко другая ситуация. У вас период выжидания, видите, нужно закрыться в своем пространстве, возможно, погоревать, возможно, что-то отплакать, что-то отпустить. Возможно, вы еще даже в каких-то отношениях, я смотрю, кто-то находится, которые еще не завершились, то есть вы уже, может быть, мечтаете о другом мужчине, но оплакиваете какое-то свое прошлое, расставание, или даже брак кто-то может оплакивать. Да, вот тут у меня слезы, видите, даже на машине. Вы оплакиваете свой брак, понимаете, старый, какие-то не сложившиеся отношения. Поэтому, когда ты в стадии оплакивания, понимаете, там речь не идет о том, чтобы впустить свою половинку, понимаете? Вот, страшный суд. То есть у вас сейчас момент прозрения, момент осознания, момент понимания, что вот все, час настал, так как раньше я не хочу, я хочу по-другому, и оно по-другому будет. Вот, давайте еще раз посмотрим про вашу свадьбу, нам подскажут знак. Права ли я или нет? Да, королева жезлов. Ну, я же говорю, что счастье будет, видите, это здесь королева жезлов, она вот с солнышком, с таким этим стеблем. То есть все будет немножко дальше, немножко дольше это солнышко будет. Не как у первых единичек солнца, понимаете, уже сейчас. У вас будет это счастье, но чуть-чуть попозже. Понимаете, когда вы совершите все необходимые шаги к этому. Понимаете? И вы по-королевски пройдете этот путь к этому, к этой встрече. Давайте еще вам какой-то совет, двоечки. По поводу вашей свадьбы, что нам еще скажут? Какая-то тут карта мне мелькнула, интересно. Ну вот опять она выходит мне, видите, эта карта, что все-таки вы пока еще пригонюрились в таком состоянии закрытом, вы пока в состоянии поражения, в таком состоянии достаточно сложно новые отношения. Понимаете, шестерка мечей, да, тоже. Ну, пока еще, видите, вы в темных энергиях, вам нужно действительно совершить какие-то действия. Возможно, кто-то должен переехать куда-то, может быть, съехать от какого-то. Вы живете с мужчиной, может быть, вы надеетесь, что он вас позовет замуж, но, понимаете, не позовет. То есть, наверное, здесь речь идет о том, что вы хотите совершенно других отношений, и, возможно, стоит как бы менять партнера, и с ним уже будет тот союз, о котором вы мечтаете. Давайте посмотрим. Права ли я? Ну да, так и есть. Я вот сейчас об этом и думала, что вам нужен новый союз однозначно, понимаете? Вам нужен новый союз. Тот, который союз у вас сейчас, понимаете, он... Это не союз двух половинок, понимаете, вот карта влюбленных. Скорее всего, это союз, в котором, понимаете, достаточно много сомнений, непониманий, недоговоренностей. Хоть это и карта здесь влюбленные, но они здесь, видите, это не как две половинки, как у вас было там. Мы разные, но мы пытаемся быть вместе, да. Есть много сомнений, есть разногласия. Поэтому здесь карта влюбленной именно в том положении выходит, понимаете, когда это далеко не идиллия, это наоборот. Но опять, видите, выходит, это далеко не идиллия. Вы в тех отношениях находитесь в клетке, понимаете. Поэтому вам однозначно нужно новое начало. Новое начало, видите, книга, используйте знания, возможно, вы смотрите сейчас карты, расклады, посмотрите, у меня есть несколько раскладов, что уходит из моей жизни, да, там, как совет высших сил, вы посмотрите несколько раскладов, которые именно про то, что уходит, про то, что входит в жизнь, они дадут вам подсказки, что вам нужно менять в себе. Посмотрите, да, вот возьмите ситуацию в свои руки, однозначно, и у вас начнет ситуация меняться. Потому что, видите, ваша вторая половинка нам показали, она ждет вас, да, видите? Класс. Ну, это не вы видите, ну класс, но она вас ждет, ваша половинка. И вы в нее верите, но вы иногда забываете. Вы должны понимать, что вы королева, понимаете, пентаклей, у вас все есть. Нам показывают, у вас все есть. У вас есть сила, возможности, у вас есть уже понимание, у вас есть, понимаете, уровень, у кого-то, я смотрю, даже есть свое жилье, у вас есть свой доход. То есть вы как бы, вы в положении хорошем, понимаете? Но эмоционально вы, как бы, знаете, как будет ощущение, что немножко себя загнали и недооцениваете. Ну, давайте еще двоечки дам вам пару карт, что нам посоветуют карты для вас. Ну, понимаете, вот, вам нужно немножечко еще чуть-чуть дотянуть, то есть доделать эту внутреннюю работу, сделать какие-то, может быть, на материальном уровне какие-то шаги, переезд, уход, смена деятельности, ну, то есть что-то менять, какой-то новый вектор вашей реальности, понимаете? Ну, вот, что я могу сделать, видите? Вот, сила опять выходит, понимаете? То есть новый вектор реальности, взять ситуацию в свои руки, и что будет итог? Давайте посмотрим. Вот так. Вы понимаете, вот что я могла вытащить еще, понимаете, на свадьбу? Ну, что я могла вытащить на свадьбу? Конечно же, императрицу, понимаете?
Конечно же, императрица, смотрите, какая она шикарная. Может быть, это будет ваше платье, может быть, оно будет не белым. Может быть, оно будет розовым, красным или желтым, каким-то таким цветным. Возможно, у вас будет какая-то очень яркая свадьба, понимаете? Но она будет не сейчас. То есть вам нужно вот это вот вам тоже шлю это сердечко, вот сюда, сердечко. Вам шлю это сердечко, понимаете, и оно обязательно у вас будет. И вот мне сразу же пустырь и едет навстречу дорога, и прям машина светит мне в глаза. То есть прям вот, понимаете, это близко, счастье уже близко, оно прям идет к вам. Понимаете, вот, шлю вам сердечко, пусть оно к вам летит. Чуть-чуть немножечко действий, чуть-чуть еще поработайте над собой. У вас есть для этого все силы, все возможности, все инструменты, понимаете? И у вас будет очень сильный союз, понимаете? У вас будет союз. У вас будет очень сильный союз. Вот такие дела. Так, сейчас, мои хорошие. Вот. У вас будет очень сильный союз, у вас будет человек, с которым вы сможете, понимаете, очень многое поменять в своей жизни. И вы войдете вот в свой статус императрицы, все будет очень классно. Свадьба будет очень красивая. И почему-то мне кажется, вот у вас будет свадьба, не будет дождливый день, будет очень солнечный день. Вы так будете ее ждать. Это будет такой день, где вы все запланируете. Да, но это будет счастливый день, на самом деле. Будет очень много людей, будет позитивный день, солнечный, будет наслаждение, будет очень много общения, будут ваши родственники. Может быть, не так будет много людей, но это будет очень теплое событие. Вот. Вот. Вы все запланируете, вы сделаете все, как вы хотите, понимаете, 5 жезлов. Это будет абсолютно выстраданное, созданное вами, вашей, как бы, понимаете, вашим внутренним ресурсом и ситуация, и отношения, и сама свадьба. И вы будете наслаждаться, вы будете понимать, что все это сотворила я. Я этого хотела, я это получила, я переродилась, и это есть в моей жизни, понимаете? Вот. У вас это будет. Вот результат, понимаете? Вот опять только другие 2 половинки. Вот у этой колоды есть 2. Мне очень нравится. Здесь 6 пентаклей, но она именно, понимаете, здесь работает как вот 2 половинки. То есть это сработает, как, понимаете, как даже через какой-то путь, через какие-то трансформации, через какие-то прошлые проблемы, но вы придете вот к этой гармонии, понимаете? Через глубокое перерождение, изменение вы придете к отношениям вашей мечты. Ну вот, все, 2. Я просто хочу вас поддержать. Я вижу, что вам сейчас очень непросто. И, возможно, ближайшие недели, месяцы для вас еще будут непростыми. Поэтому давайте какой-то совет для вас. Ну, вы понимаете, во-первых, перестаньте воспринимать это как страдание, этот путь. И если у вас чего-то еще нет, значит, еще время не пришло. Наслаждайтесь все равно жизнью. Поэтому, знаете, есть какой-то такой прикол, я видела, буквально на днях мне попалось, мы с подружкой обсуждали, да, что пока не пришел новый мужчина, да, наслаждайся всякими безобразиями, что такое, наслаждайся жизнью со старым мужчиной. Что-то в этом духе, ну, в общем, там как-то это было смешно, я не помню, как это сказано было, но смысл, видите, вот наслаждайтесь, делайте все, что в ваших силах сейчас, и придет обязательно человек этот, понимаете, то есть не сидите, не страдайте, у вас клетка открыта, крылья у вас есть, летайте, меняйте, то есть пока вы в этом процессе ожидания, понимаете, не застревайте, не драматизируйте, не печальтесь, вот. Поэтому классный сегодня расклад. В общем, свадьба будет у обоих вариантов, понимаете? Но просто у единичек она вот уже, понимаете, все уже решено. А у двоечек оно в процессе решения, в процессе вашего формирования, вашего изменения. Поэтому давайте посмотрим карту для всех. Ну, подтверждение, что да, ответ да, карта будет. Да. Ну что, милые мои хорошие, с вами была Ева, ясновидящая целитель. Я провожу и личные расклады, в том числе и личные консультации. Если вы хотите что-то разобрать подробно, в более серьезном, вдумчивом виде, потому что видео все-таки носит развлекательный, хоть и поучительный, но развлекательный характер, скажем так, для настроения, для души. Если вы хотите серьезную, глубокую работу, то я вам резонирую. Пишите в личные сообщения, в Телеграм, на e-mail или... да... 5 мечей. Ну, понимаете, у вас тяжелое прошлое остается. Именно вот в этой колоде 5 мечей, она карта, понимаете, где тяжелое прошлое остается позади, и у вас начинается новый рассвет однозначно. Ну, давайте совет для обоих вариантов. Во-первых, выходит император, да, а во-вторых, выходит 9 жезлов. Понимаете, вот
все ваши раны, все ваши проблемы, все, что было у вас позади, на самом деле просто ведут вас к тому самому значимому, сильному человеку. Потому что, чтобы рядом с тобой был сильный человек, тебе самой нужно стать сильной, понимаешь? То есть, чтобы притянуть подобное, притягивает подобное, как нам показали, понимаете? Родственные души. Невозможно встретить человека сильного, когда ты слабый, да? То есть, это не будет не гармоничный союз, понимаете? Поэтому у вас сейчас процесс. То есть дойдите до вот этот процесс «Огненное кольцо». Я еще говорила много раз. В 2026 году это процесс такого перерождения огненного кольца для всех. Ну что, милые мои хорошие, я с вами прощаюсь. С вами была Ева. Момент, судный день, час настал, зов зовет, свадьба, брак будет у многих. Вот, у кого-то в этом году, у кого-то в следующем. Ну, в общем, я с вами прощаюсь. С вами была Ева. Оставляйте в комментариях, если у вас есть такое настроение, желание, свои какие-то, не знаю, пожелания, благодарности. Пишите, какой вариант вам понравился. Каждый комментарий я читаю, ставлю лайк, и пусть это все вернется к вам в 10-кратном теплом и любовью. Ну что, пока, до встречи на канале Ева Оракул и Таро. Пока!